Массовая атака на Ростовскую область, 2 стула для Китая и то, что мы не знали о Кадырове в расследовании проекта. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. В Евросоюзе не могут договориться о должностях, когда крайний срок и что будет после. В июне мы должны принять 2 решения. Одно связано с институционным циклом. Армения будет покупать оружие у стран НАТО. Армения перед получением французского вооружения просто выйдет из БК. Столкновение в Южно-Китайском море. Как далеко до новой войны? Это тревожные сообщения, потому что, судя по всему, и только по первоначальным оперативным сводкам, которые мы получили, по крайней мере, 1 филиппинский моряк был ранен. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», она здесь, и не забывайте подписываться на канал. Поехали! В Ростовской области горели резервуары с нефтью после атаки беспилотников. Тревожно в городе Азов. Местные жители слышали 5 взрывов. Количество топлива, которое может охватить пламя, составляет 5000 кубометров. Лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды. Превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено. Издание «Астра» пишет, что кроме попаданий по нефтеналивным терминалам закрытого акционерного общества «Азовпродукт» и ООО «Донтерминал», дроны атаковали терминал по перевалке наливных нефтепродуктов и химических грузов «Югнефтехимтранзит» в поселке Чушка. «Астра» пишет, что пострадавших нет, но официальной информации ни с одной, ни с другой стороны пока нет. Китай должен ответить за поддержку России. Генеральный секретарь НАТО считает, что Пекин пытается усидеть на 2 стульях, пытаясь милитарно поддержать РФ, а с другой стороны поддерживать отношения с Европой. Столтенберг считает, что долго так быть не может, и скоро Китаю это аукнется, и его ожидают некие экономические меры, если Китай не изменит свое поведение. К тому же на предстоящем саммите в Вашингтоне главный по НАТО пообещал сюрпризы, в том числе и для Украины. Мы, конечно, приветствуем решение Конгресса США о выделении $60 миллиардов для Украины. Но я также приветствую, что европейские союзники и Канада идут навстречу США. И предоставляя НАТО более значительную роль, мы обеспечим снижение бремени Соединенных Штатов и более долгосрочную поддержку Украины. До тех пор, пока президент Путин верит, что он может победить на поле боя и дождаться, пока мы уйдем, прочного и справедливого мира в Украине не будет. Поэтому, если вы хотите мира в Украине, лучший способ добиться этого – укрепить военный потенциал Украины, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы и обеспечить победу Украины как суверенного независимого государства. Кадровые вопросы в Евросоюзе все никак не могут решиться. Об этом пишет издание «Политика», ссылаясь на источники среди европейских дипломатов. Как минимум 2-й срок Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии, под вопросом, несмотря на заверения французского президента и немецкого канцлера. Большие надежды на соглашение по высшим должностям развеялись, когда главы государств и правительств поспорили относительно кадровых назначений. Президент Евросовета Шарль Мишель говорит, что договоренность должна быть достигнута до конца июня. Он назвал это коллективным долгом после встречи лидеров стран ЕС в понедельник вечером. В июне мы должны принять 2 решения. Одно связано с институционным циклом. Это одна важная тема с учетом результатов выборов в Европейский парламент. И другие важные решения в стратегической повестке дня. И вы начали работать над этими направлениями уже много месяцев назад. Послушайте, я могу сказать вам, что поскольку у меня был опыт 5-летней давности, я знаю, что очень важно гарантировать прозрачность и инклюзивность процесса и убедиться, что 27 стран-членов чувствуют себя вовлеченными в этот процесс. И я считаю своей обязанностью убедиться, что все лидеры имеют одинаковый уровень информации, одинаковый уровень разведданных. И эта встреча была важной для этой цели. Не только для этой цели, но, безусловно, для этой цели. 3 фамилии якобы были согласованы, но обсуждение продолжится на следующей неделе. О том, чем это чревато и не затягивают ли время европейские дипломаты, мы спросили у эксперта Ивана Уса. В демократии коалициада – это абсолютно нормальное явление, когда
партии, которые прошли в данном случае в Европейский парламент, они ищут фигуру, которая может возглавить, по сути, исполнительную власть Европейского Союза. Это чуть ли не главная задача Европейского парламента, поскольку при всем уважении к нему основная власть находится в Европейской комиссии, а парламент зачастую принимает больше рекомендательные решения, но при этом именно от Европейского парламента зависит вот этот момент, как только его выбрали, кого они избирают комиссарами ЕС и, главное, президентом Европейской комиссии. Безусловно, Урсуле фон дер Ляйен обещали, что она останется, но для того, чтобы это обещание было воплощено в жизнь, надо собрать необходимое количество голосов именно от партий, которые создадут большинство в Европейском парламенте. По сути, оно остается тем же, что и было на предыдущих выборах. Корабли Китая и Филиппин столкнулись в спорных водах Южно-Китайского моря. Об этом пишет издание «Киодо». Китай заявляет, что филиппинское судно незаконно вторглось и опасно приблизилось к китайским судам, которые осуществляли привычные маневры. Правительство Филиппин осуждает китайские корабли со своей стороны, корабли береговой охраны, которые совершали опасные маневры. Там осуждают, цитирую, незаконные, агрессивные и безрассудные действия китайских морских сил. На опасный инцидент отреагировали в Пентагоне, где следят за всеми событиями в Южно-Китайском море. Да, это тревожные сообщения, потому что, судя по всему, и только по первоначальным оперативным сводкам, которые мы получили, по крайней мере, один филиппинский моряк был ранен. Я имею в виду, что вы говорите о столкновениях и водометах, и не задумываетесь о том, какой вред это может нанести человеческому телу. Но это становится возможным, и к чему это может привести. Поэтому мы глубоко обеспокоены тем, какие травмы получил филиппинский моряк. Очевидно, мы желаем ему всего наилучшего в плане выздоровления. Но что еще более важно, такое поведение является провокационным, безрассудным, ненужным. И оно может привести к недоразумениям и просчетам, которые могут привести к чему-то гораздо большему и гораздо более жестокому. Необходимо, чтобы законные морские притязания Филиппин уважались КНР и всеми остальными, если на то пошло. Китай претендует почти на все Южно-Китайское море, через которое ежегодно проходит торговля на более чем 3 триллиона долларов. На свою часть водного пространства претендуют также Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Бруней. Армения подписала с Францией военный контракт. Теперь Париж продаст Еревану свои самоходные артиллерийские установки «Цезарь». Об этом в Твиттер написал министр обороны Франции и говорит, что будут укреплять свои оборонные отношения с Арменией. О том, как Ереван отрывается от ОДКБ и не последует ли реакции от России, мы спросили у экспертов. Информация о том, что Беларусь, страна ОДКБ, помогала оружием Азербайджану во время войны против другого члена ОДКБ Армении, она очень сильно подстегнула Армению к тому, чтобы заявить, что страна рассматривает возможность выхода из ОДКБ, а поставление оружия со стороны НАТО в страну ОДКБ выглядит странным, поэтому для того, чтобы было французское оружие в Армении и понимание, что ОДКБ не сильно помогает Армении, вполне возможно, что будет сделан такой ход, когда Армения перед получением французского вооружения просто выйдет из ОДКБ. Или плюс согласует с Францией в этот момент, потому что это выглядит очень странно. Для Франции важно аргументировать поставки вооружения в Армению, и как аргумент это может быть обязательство Армении в ближайшее время выйти из ОДКБ. Тем самым Франция скажет, что благодаря нашим поставкам мы выбили одну страну из ОДКБ, то есть продемонстрировали слабость этой структуры. Издание «Проект» публикует расследование в отношении Рамзана Кадырова. Они выпустили целый фильм, называется он «Вертикаль Кадырова. Полная крови биография», в котором рассказывается много новых и ужасающих фактов о главе Чечни. Кроме того, что авторы утверждают, что раскрыли схему, при помощи которой похищаются деньги из бюджета Чечни, они утверждают, что в прошлом году в интересах Кадырова обналичили сумму, равную всему бюджету региона. О чем еще идет речь в расследовании? В гареме Кадырова не менее 11 наложниц, по крайней мере так было в 2012 году. Часть девушек несовершеннолетние. Дети Кадырова рождены как минимум от 4 разных матерей.
Двое влиятельных чеченцев лишились жизни после того, как плохо приглядывали за Адамом Кадыровым. 5 чеченцев, связанных с окружением Кадырова и Путина, не были привлечены к ответственности за участие в убийстве Бориса Немцова, а один из них был связан еще и с убийством Пола Хлебникова. Все это по утверждениям авторов расследования издания «Проект». Фильм доступен в сети, все желающие могут его посмотреть. Я напоминаю вам, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает создавать новые и новые видео, и мы вам за это благодарны и призываем вас не останавливаться на достигнутом. Также призываем ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал, все это непременно очень важно. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.